Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. Меня зовут Ольга. Трубочки у меня накручены на спицу 1 миллиметр, ширина полосы 7 сантиметров. Ссылка на плейлист об обработке трубочек сейчас появится у вас на экране. Покрашены морилка махагон с добавлением красного колера, темный и бежевый цвет. Трубочки покрашены, ссылочка сейчас появится на ваших экранах. Когда я начала работать над своими шкатулочками к Новому году с распечатками мышат, я заметила, что при ситце кратном 4 веревочка, которая получается изгиб, у нас более объемный. Изначально я хотела плести ситец 3 трубочками на 27 стойках, чтобы он был кратен 3 и можно было плести сразу 3 трубочками. Но я захотела фактурнее узор, чем и поярче выраженный узор. И начала плести кратно 4 трубочкам. То есть я взяла 28 стоек, это кратно 4, и начала плести. У меня получился очень красивый узор. Когда я заглянула внутрь шкатулочки, мне очень понравился узор, который получился внутри. Я купила такую пленку самоклеившуюся. Теперь вот где лист я проклеила, он теперь ровненький. Этой стороной я приклеиваю его к пленке. Смазала. Теперь на свет приклеиваю заготовочка просвечивает. Устанавливаю рисунок по центру и приклеиваю. Беру лак, вот у меня такой бесцветный. Сверху покрываю лаком, чтобы при дальнейшей работе распечатка не испортилась. Как я делаю распечатки, есть видео на моем канале, можно посмотреть по ссылочке. Пока здесь то, что немного сморщилось, она во время высыхания растянется. Беру картинку подготовленную. Первые 4 я укладываю без шаблона, без верха. Потом укладываю картинку и шаблон. Теперь держу картинку и шаблон и вставляю, выравниваю стоечки. Круг у меня разделен на 28 частей, у меня 28 стоечек, то есть в каждом сегменте у меня получается должно быть по 7 стоечек. Проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, эти выровняли. И теперь вставляю оставшиеся. А потом подгнет и сутки будет просыхать. Не подклеиваю, просто просовываю в отверстие между 2 заготовками и вывожу из застойки. Плету веревочку из 3 трубочек, чтобы закрыть вот это вот безобразие, которое вот здесь. Сейчас веревочка в 3 трубочки закроет, и будет ничего не видно.
хорошо прижимаю трубочки рабочие к плетению, чтобы как можно вот это вот прижалось как можно лучше. Вот мы дошли до стоечки, вот здесь видно. Первая трубочка пошла рабочая. Теперь мы берем не так вот, как мы все время плетем, а с другой стороны. И 2 перед, 1 за. Укладываем. Трубочку рабочую срезаю, потому что сейчас будет еще 2 ряда веревочки в 2 трубочки. Убираю ее в плетение и плету веревочку в 2 трубочки. Здесь у меня переход образовался. Если я продолжу сейчас плести по прямой веревочкой, образуется вот здесь галочка. То есть видно, что мы пошли на 2-й ряд. Для того, чтобы этого не произошло, закрываю ряд. Проплетаю как обратную веревочку. То есть сначала верхнюю завожу, потом нижнюю. Вот здесь получается как ситец такой кусочек плетения. Ну вот ушла вот эта вот галочка. Переворачиваю донышком, потому что вот эта часть и вот это наше, то, что мы сформировали вот здесь, вот она чуть-чуть выпуклая, чтобы она была снаружи. То есть внутри, как таковое дно, оно будет далеко и не так видно, как если его вот здесь вот дно видно. Когда берешь шкатулку, видно, что вот она окантовка. Здесь сейчас будем через 2 поднимать. Тоже будет как окантовка, она одинаковая. А внутри донышко уже не подлезешь, чтобы посмотреть, что там. Трубочки убираю. И начинаю, ну, я начинаю обычно с какой-нибудь другой стороны от трубочек, чтобы не запутаться. И они, когда вот мы уже начнем поднимать, чтобы они чуть-чуть в сторонке были. Начинаю поднимать трубочки. Я вот здесь вот ногтем надламываю вот эту трубочку, чтобы вот она загнулась не так, как ей хочется, вот она уйдет в сторону, а вот там, где мне надо. То есть если вы оплетаете прямоугольное дно или квадратное дно, там можно даже чуть-чуть стоечки на место ставить, если вдруг там на углах чуть-чуть получилось смещение. Одну поставили, следом то же самое делаю. Чуть-чуть ногтем надавливаю, провожу под 2 и поднимаю вверх. Добавила еще 1 трубочку. Начинаю плести веревочку из 3 трубочек. Закрываю ряд веревочки из 3 трубочек. Начинаю с другой трубочки. 2 перед, 1 за. И все по кругу. 2 перед, 1 за. Выровняла его, наметила, где будет переход, и меняю цвет на красный. Поменяла цвет, проплетаю ряд обратной веревочки, чтобы было удобнее. Сначала я плету обратную веревочку, потом ряд прямой веревочки, чтобы получить красивый узор косички по низу шкатулки. Сейчас расскажу. Закрываем веревочку в 3 трубочки. Вот первая, откуда вышла, мы просто на трубочку кладем. Вторую у нас для того, чтобы снизу поднять, вот, она мешает 1. Значит, мы заводим под 1.
Здесь я больше стараюсь трубочку не тянуть, потому что здесь мы меняли цвет, и она может выскочить, разорваться. Поэтому я стараюсь и эту прижать, и эту подтянуть пальцами, придавить, чтобы она вот отсюда вышла, а не тянуть за нее. Иначе вот тут вот можно разорвать плетение. Так, одна, вторая и третью трубочку. И вот под две. Теперь две мешают. Под две ее надо пропустить. Все. И теперь плетем веревочку в 3 трубочки прямую. Я отрезаю, замечаю, потому что вот сейчас я просто отрезаю стойку, потому что из всех она будет одна отрезана, и сразу видно, когда на нее что-то одеваешь, она может упасть. Если согнуть, она может разогнуться. Теперь у меня радикальные меры, я ее просто срезаю. Я добавляю вот 3 трубочки, я нарастила, и добавляю в плетение еще одну, потому что будет узор на 4 трубочках. Еще одну добавляю и начинаю узор. 3 перед, считаю 1, 2, 3 и одну увожу за. Чтобы не запутаться в узоре, завела и оставила. Беру следующую трубочку, 3 перед, одну за. Особенно это актуально, вот если плести, как я уже показывала, корзиночку, вот если узором шиворот на выворот, назад 3 внизу, 1 сверху. Вот в этом узоре вообще очень легко запутаться, потому что руки так и выводят трубочку наверх, поэтому лучше плести вот сразу всеми 4. Плету я всеми 4, потому что на 28 делится на 4 без остатка плести. Здесь у меня я специально сделала 28, чтобы плести сразу 4 трубочками. Здесь они у меня вот вышли все ступеньками. Дальше 1 сверху. Ой, это вот я только показала. 1 под низ. Теперь 3 сверху. Опять 1 под низ. Сейчас я еще вам расскажу что-нибудь. Так. 3 сверху, 1 внизу. 3 сверху, 1 внизу. Все. Здесь они опять вот вышли все вот так вот веером. Здесь я смотрю как раз 3 сверху, 1 внизу. Будет вот здесь вот. Срезаю трубочку. Здесь будет место наращивания. И эти я уже не меряю, просто срезаю по очереди около каждой следующей стоечки. Я доплела узор по высоте до конца. Сейчас буду менять цвет у трубочек. Сначала я буду плести обратную веревочку из 3 трубочек, потом прямую. Плету сначала обратную веревочку, потому что закрывать я буду прямой веревочкой, чтобы было удобнее закрывать. И получилась такая же вот косичка. Я вынимаю свою форму. Вот это вот я закрывала здесь изидой. Вот здесь вот. Она вот немного, не знаю, видно вам, она немного все равно утолщает. Вот здесь вот бортик, как ее не затягивай. Поэтому все-таки лучше всего вот закрываю я просто. Здесь я не утолщается край. Не видно вот здесь вот, когда в изиде закрываешь, все-таки, сейчас найду, вот кончики все-таки 3, которые срезаешь, видны. И так как немножко край идет на утолщение, я все-таки решила делать загибку очень-очень простенькую. Точнее, вообще без загибки. Я срезаю стойки, оставляю, ну, буквально миллиметр, чтобы захватить при плетении. Теперь беру клеем ПВА, прокапываю. Так, прямую веревочку. Вот поэтому я и плела обратную сначала, потому что вот сейчас я буду плести прямую, ей легче закрывать. Прямую веревочку плету. И стоечки свои, которые вот остались,
я их заплетаю в веревочку, убираю. При наращивании, чтобы они не разбежались у меня, не слетели, я зажимами пользуюсь. Узор, повторяющий вот этот узор. Я доплела вот до, где начинала ряд, и закрываю как веревочку в 3 трубочки. Зажимом прикрепляю, но ненадолго, чтобы он не приклеился. Просто закладываю их туда внутрь трубочки и начинаю оплетать. Вот здесь вот можно, в принципе, взять веревочку из 4 трубочек, заплести. Так, и закрываю веревочку из 3 трубочек. Эти 2 наращиваю, меняю цвет. Вот здесь вот, если я плету, дальше буду проплетать веревочкой из 2 трубочек, образуется вот гапелька, вот эта вот галочка. Она не должна быть. Здесь пошел вот следующий ряд, поэтому надо ряд закрыть. Так, когда я плету крышку, я все время ее теряю на шкатулку. Смотрю, сколько, не только сколько вот надо проплести рядов еще до окончания вот здесь вот, но и сразу заметить, сколько нужно здесь рядов, чтобы внутренний бортик опустить, потом провести через плетение. Путем проб и ошибок я уже знаю, что вот на эти шкатулочки, на эту форму мне еще надо проплести будет всего 4 ряда белых. Так, вот здесь вот я трубочки убираю в плетение. Беру 4 трубочки. Беру другого цвета, чтобы было видно. Вот из обрезков вынимаю. Делаю небольшие гапельки, чтобы потом просто было легче их вынуть. Потому что когда большие, они вынимаются сложно. Здесь вот прижимаю, чтобы крышечка не получилась загибка больше по диаметру, чем надо. Надо прижимать вот здесь вот. Все, у меня получилось 3 трубочки. Я вывела наверх. Начинаю делать розгу. Здесь чуть-чуть я выпускаю, чтобы когда сейчас закрывать будем, место оставалось. Трубочки я не обрезаю, чтобы провести их через плетение и сделать внутренний бортик на них. Здесь вот, чтобы правильно было друг на друга вот их класть. То есть получается не рядом они должны лежать, а друг на дружке. Вот получается у нас уже парами пошли. Берем трубочку, которая вот первая, вторая, и она подлиннее. А первая у нас остается, мы ее будем пропускать внутрь и делать на ней внутренний бортик.
Здесь вот так же, как в зеленой шкатулочке я показывала, вы можете выбрать или вот так уложить. Вот так вот выглядит крышка. В этой крышке я сделала по прямой, в этой крышке наискосок. Беру шпажку для того, чтобы сейчас работать с... не проткнуть вот здесь вот, потому что если шило или ножницами, можно повредить вот эти трубочки в плетении, когда будем протягивать. А здесь вот шпажкой не повредишь. До конца я не просовываю сразу, вот оставляю так вот, чтобы она вот так вот была, потому что, ну, так легче все сразу провести на ту сторону, наметить. Все, перевела трубочки. Вот он, мой внутренний бортик. Беру 2 трубочки, соединяю их. Теперь буду делать внутренний бортик. Одеваю сразу петлю и плету веревочку из 2 трубочек. Пока трубочки ставлю ровно вертикально, чтобы они ни внутрь не заваливались, ни наружу. Сейчас проплету несколько рядов, точнее 3 ряда я обычно проплетаю, срезаю стоечки для 4-го, потому что я загибку здесь не делаю, я также закрываю, как и на шкатулке. То есть срезаю стойки коротко, проплетаю еще ряд двойной веревочкой и стойки закрываю, ну, пытаюсь замаскировать пеньки. И перед плетением последнего ряда я как раз и проверяю крышечку, как она садится. Если она не садится, расплетаю. Если ничего не получается, расплетаю и пытаюсь в ту сторону, куда надо, наклонить. Или внутрь, или наружу. Если она совсем вышла, что болтается очень сильно, и исправить тем, что вытягиваешь наружу плетение, не получается, можно сплести, попробовать веревочку из 3 трубочек. Но если ничего не поможет, тогда придется расплетать, распускать вот эти вот и в другой ряд вставлять. Я ряды здесь не закрываю. Это на крышечке я закрывала, а здесь по спирали как. Так, я убираю рабочие трубочки внутрь, срезаю. Пока я срезаю не очень коротко. Я сейчас ей померяю. Если ничего не надо будет переделывать, тогда срежу коротко. Ну, вот она получается, что она чуть-чуть у меня болтается. То есть сейчас она по-ровному сплетена. Сейчас я буду ее вот плести чуть-чуть. Может быть, 2 ряда распущу и буду выгинать. Вот. Ну, в принципе, вообще чуть-чуть. Она вот хорошо садится, если ее чуть-чуть. Вот бортик я буду наклонять чуть-чуть в эту сторону. Бортик наклоню и 2 ряда еще переплету. Вот он у меня даже где-то здесь завалился внутрь. Я бы хотела еще одну крышечку показать. Вот здесь вот я не за 3 делала, а за 4. Вот она чуть-чуть объемнее получилась, бортик. Это точно так же я делаю. Только беру не 4 обрезка уже, а 5. И здесь у меня получается 4 трубочки вышло и 1 без трубочки. 5 палочек я брала. И дальше я делаю точно так же, как в предыдущем варианте. Плету обычную розгу, только теперь у меня 4 трубочки. Валик будет побольше.
Для того, чтобы сплести данную корзинку, шкатулку на картонном дне с крышкой из картонного основания, мне понадобилось для того, чтобы сплести черную окантовку везде и добавить черные стойки, мне понадобилось около 100 трубочек. Светлых для узора и окантовки крышки мне понадобилось около 100 трубочек. На красных у меня ушло около 50 трубочек. Это все, что я вам хотела сегодня рассказать. Желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. Подписывайтесь на мой канал, находите меня в социальных сетях, контакты я оставляю в описании под видео. А также там вы найдете много полезной информации и ссылок. Задавайте вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо вам за внимание. До свидания.